Обстановка на Южном Кавказе стремительно накаляется, и недавнее заявление советника верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбара Вилаяти стало мощным сигналом, который вряд ли останется незамеченным в мировых столицах. Его слова прозвучали как прямое предупреждение, адресованное и региональным игрокам, и глобальным державам. Разве Южный Кавказ – это бесхозная территория, чтобы Трамп мог ее сдать в аренду? Кавказ – один из самых чувствительных геополитических узлов мира, и этот коридор, который они пытаются провести, абсолютно неприемлем. Иран вместе с Россией, или даже без нее, воспрепятствует созданию американского коридора на Кавказе. Эти слова, по сути, ставят точку в любых иллюзиях о том, что Иран готов смириться с планами США по так называемому маршруту Трампа в Сюнике. Вилаяти фактически дал понять, что для Тегерана это не просто экономическая или транспортная инициатива, а вопрос стратегической безопасности и регионального суверенитета. Но в этой ситуации важна не только дипломатия. Вокруг так называемого Зангезурского коридора, или, как его теперь называют в официальных армянских формулировках, транзитной дороги под полным суверенитетом Армении, в Иране развернулась бурная политическая дискуссия. Ситуация наглядно показала, в Исламской республике нет единой позиции, а различные центры власти транслируют порой диаметрально противоположные сигналы. Начнем с силового блока. Заместитель командующего КСИР по политическим вопросам, бригадный генерал Ядолла Джавани заявил: если бы президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян задумались о последствиях своего решения втянуть США, Великобританию и НАТО в регион Кавказа, они никогда бы не позволили Трампу обмануть себя, заявил Джавани. Далее он отметил: руководители этих двух стран, не учитывая реалии Кавказа и интересы других государств региона, поддавшись обещаниям США, Израиля и ряда европейских стран, предприняли неуклюжий, авантюрный и дорогостоящий шаг, наносящий ущерб их собственным государствам. Джавани сравнил действия Алиева и Пашиняна с решением президента Украины Владимира Зеленского пригласить НАТО в традиционную зону безопасности России, что, по его словам, привело к началу военной операции. Он подчеркнул: стратегическая ошибка Зеленского уже нанесла тяжелый и необратимый ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. При этом, по мнению Джавани, ошибка Алиева и Пашиняна гораздо серьезнее. Он пояснил: Зеленский своей стратегической ошибкой спровоцировал лишь русских и обратил их против себя. А то, что сделали лидеры Азербайджана и Армении в Белом доме, обернуло против них сразу несколько ключевых стран региона. Стоит отметить, что Джавани занимает должность заместителя по политическим вопросам в корпусе стражей Исламской революции. Любопытно, какие именно ключевые страны региона он имеет в виду. Неужели Афганистан? Его слова заметно выбиваются из официальной линии Тегерана, ранее озвученной главой МИД и президентом Ирана. Однако для иранской политики это не редкость. Внутри страны существует несколько центров влияния, которые могут иметь разные, а порой и противоречивые позиции. Председатель комиссии по национальной безопасности парламента Ирана заявил, что присутствие и вмешательство внешних игроков на Кавказе лишь усложнят ситуацию. По его словам, Исламская республика не допустит изменения границ у своих рубежей. Секретарь Совета по стратегии внешних связей Али Багери подчеркнул, что вопрос Зангезурского коридора для Ирана не является простой темой. Тегеран настаивает на обеспечении стабильности и прогресса через сотрудничество с соседями и отвергает вмешательство США в региональные дела. Глава МИД Аббас Аракчи уточнил, что в ходе контактов с Ереваном и Баку вопрос коридора снят с повестки, и речь идет о транзитной дороге под полным суверенитетом Армении. Однако Иран выражает озабоченность возможным участием американской компании в строительстве. Генконсул Ирана в Капане Мортеза Абедин Варамин также отметил, что Армения должна сама контролировать свои границы, а любые изменения на Южном Кавказе неприемлемы. Отметим, что силовое и духовное крыло, в отличие от иранских политиков, выступают с жесткой риторикой. Выступления представителей КСИР и бывших дипломатов носили более резкий характер. Экс-посол в Армении Саед Али Сагаян заявил,
что при необходимости иранские силы первыми войдут в регион. Генерал-майор Ксир Мохсен Ризаи предупредил, что попытки перекрыть иранский транзит в Россию и Европу обречены на провал. Советник верховного лидера Али Акбар Вилаяти охарактеризовал соглашения, подписанные в Вашингтоне, как свидетельство утраты Арменией суверенитета. В информационном фоне активно фигурирует прибытие в Армению 2 американских самолетов-заправщиков, доставивших военнослужащих США для совместных учений с 12 по 20 августа. Параллельно обсуждаются детали соглашения между Арменией и Азербайджаном о взаимном открытии транспортных коммуникаций, в том числе для связи Баку с Нахичеванью через территорию Армении. Документ предполагает сохранение армянской юрисдикции, но беспрепятственный проезд без досмотра грузов и пассажиров. Анализируя риторику Тегерана, можно выделить несколько ключевых факторов, из-за чего в Иране есть беспокойство. Первое – это снижение влияния Ирана. Открытие региональных коммуникаций без его участия ослабляет его транзитное значение. Второе – присутствие США. Тегеран опасается военного и политического укрепления Вашингтона в регионе. Третье – изменение баланса сил. Новые транспортные маршруты могут усилить экономические и политические позиции Азербайджана и Турции. Что касается Армении, то проект там воспринимается неоднозначно. С одной стороны, участие США и контроль дороги армянскими военными снижает зависимость от России, а транзитные пошлины и международный мониторинг могут укрепить экономическую и политическую стабильность. С другой стороны, существует риск роста провокаций со стороны Баку, а отмена поправки 907 открывает для США возможность поставок американского оружия Азербайджану, что повторяет опыт балансирования России, продававшей вооружение обеим сторонам. Ситуация перекликается с мадридскими принципами урегулирования, где территориальная целостность и право на самоопределение создавали пространство для разночтений. В нынешнем случае беспрепятственный проезд формально под армянским суверенитетом может де-факто означать ограниченный контроль. Окончательный вывод такой. Иран стремится сохранить роль ключевого регионального игрока и воспринимает любое американское или турецко-азербайджанское усиление как угрозу. Армения же балансирует между возможностями экономического развития и рисками безопасности. Окончательная конфигурация региональных маршрутов будет зависеть от того, удастся ли участникам проекта соблюсти заявленные принципы суверенитета и территориальной целостности, без скрытых механизмов влияния внешних сил. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости нашего региона.